250-270 килограмм. У нас весит... По сути, нельзя было другого ничего сделать. Здесь останется пустота, ее мы зашьем по-другому. Утеплим, да. Вырезаны все в размер, подрезки, зарезки, все сделано. Пилить болгаркой нельзя, металл такой, потому что он поджигается края. Мы уместили полноценную спальню с большим матрасом. Вода течет, да? Да. Самое главное, что я хотел бы сказать, мы делаем несколько подобных домов исключительно для собственного пользования. Соответственно, мы не ищем самые дешевые материалы, мы не пытаемся сэкономить на конструкции, мы не пытаемся сделать это как можно быстрее. В кадре столько много людей, потому что мы собираем данный проект на действующем объекте, на котором работает там более 30 человек. И поэтому мы делаем это в фан. Мы это делаем, можно сказать, в свободное время тем количеством людей, которые есть на данный момент. То есть это такой проект, который родился вот среди бригады строителей. И мы его выполняем. Поэтому не нужно смотреть на это как на какой-то бизнес-проект. Не нужно смотреть на это как на то, как нужно делать именно вам. Мы рассказываем историю про себя, о себе. Всем спасибо за понимание. Третья серия. Первое, что мы сделали, после того, когда отстоялся наш остов, который мы покрасили. Начали стелить полы, использовали 15-ю влагостойкую фанеру, ее зинковали и прикручивали к профтрубам. Вырезали наши фанеры и будем их уже полностью монтировать. Они уже вырезаны все в размер, подрезки, зарезки, все сделано. И мы их сажаем на место. Наносим поливуретановый герметик, сделаем некий демпфер между металлом и нашей влагостойкой фанерой. Только не дергай, сразу выше поднимай. Вот. Ну, у меня уперлось куда? Да? Кухня. Заказ по кухням. По кухне. 2 кухни, говорят. 2 кухни берем? Вчерашний, что ли? 3 Нахер. минимум. Сорвался. Диаметр сверла 5 мм, саморез 4,2. Вуаля. Потом, чтобы утопить шляпку, мы зинкуем, блядь. Weightless, floating, flying towards the morning rise, freely searching, hoping to find the open skies. I'm falling down, but I'm not scared of the world below, even if the tempest winds blow. I'm soaring above the cares of every troubled soul who wishes there was something more. После того, как мы покрасили остров, мы начали заниматься фасадными частями. То есть начинали делать фасад, делали все примыкания, делали угловые планки, ставили стартовые планки, угловые планки запенивали пеной, чтобы они не бренчали, чтобы были жестче. Изначально в проекте у нас был профлист. Потом мы думали,
что-нибудь другое. В конце концов, мы определились на таком металлическом хорошем сайдинге. В данный момент мы решили применять черный сайдинг, такой прям стильная история. Вот. Если кому-то интересно, почему мы покрасили в красный цвет, просто потому что нам захотелось. Lift me like a feather. Take me higher, like a feather. Take me higher. Мы решили взвесить, сколько весит наш фасад, потому что в технических характеристиках мы нигде этого не нашли. Решили сделать это опытным путем. У нас есть веса, мы, получается, взвешиваемся без ничего, потом с плашкой. 67. Да, вот такой вот я дрыщ. Два и 3 килограмма, да? 2,3 килограмма каждая весит. А у нас их 110 штук, соответственно, это примерно 250-270 килограмм. У нас весит вот этот фасад. Сегодня мы приступили к готовлению закладных под блоки кондиционера. Они будут устанавливаться уже на финишном этапе, когда уже весь наш фасад, сайдинг будет уже собран. Мы приварили резьбу на профтрубу, поставим ее за кольцо с нашим основным каркасом, сделаем компенсационные гайки, я не знаю, как правильно назвать. Мы доберем расстояние до задней стенки нашего фасада, чтобы когда мы поставили монтажный уголок для блоков, мы не продавили наш фасад. После того, как мы закрепили металл на крышу, на клепке, а это была грубая ошибка, на клепке не надо было крепить, потому что они очень сильно пропускают воду. Несмотря на то, что они крепко держат на относительно саморезов. Ну, то есть, как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Затем мы приступили к формированию крыши. И вот здесь начались наши первые проблемы. Мы использовали 0,5 оцинкованный лист, который мы покрыли гидроизоляцией с обеих сторон, типа поумничали. Вот. И стали прикручивать его просто к этим ответным планкам, которые мы продумали типа заранее. Первая ошибка. Эти планки, они заняли место, и мы вместо того, чтобы получить наш скат, который был, у нас получились такие некие ямочки. Это ошибка проектирования того, что мы не учли планки фасада. Но и это не самая главная проблема. Самая главная проблема, что мы решили опять же сумничать и проклепать клепками. Проблема клепок в следующем. Они текут. Мало того, что они текут, в том месте, где они текут, они еще и затекают внутрь профильной трубы. Нет. Вода течет, да? Надо. Ну это подожди, ты думаешь, тогда натекло, да? То есть мы сейчас делаем дырки просто и смотрим, да? Мы сверлили, убирали оттуда влагу и так далее, но это было намного позже, то есть вскрылось немножко позже, когда пошел дождь. Короче, у нас ЧП. Весь наш шедевр потек. Короче, это то, о чем я говорил, что мы поспешили. Экономия — это такая история, когда она все равно тебе вылезет боком. То есть если есть какая-то цена, которую она стоит, так или иначе, другими технологиями или этими вы все равно потратите эти деньги. Мы начали думать, как гидроизолировать это все. Вначале прошлись просто гидроизоляции, мембрана, была очень классная гидроизоляция, на самом деле, это мембрана, как резина, она тянется, она играет, то есть, классная штука, но все равно для этой мембраны нужно какое-то основание в любом случае, потому что оно не заполняет какие-то большие щели, отверстия и остальное, вот. Крышу мы использовали 0,5 оцинкованный металл. Все примыкания, все стыки мы забили и промазали каучуковым герметиком. Иногда вы сразу сделаете правильно и хорошо, а иногда потратите еще кучу нервов и те же самые деньги. И тут уже решать каждому по-своему. Да, Серый? Конечно. И даже мы на такое попались.
Мы просто не подумали, если честно. Просто не подумали в спешке слишком. Слишком быстро мы, короче, решили. Этот узел нарисовали. Крышу. Но мы ошиблись. Только в одном месте все. Не, оно не потечет все. У него шоколад. Я думаю, знаешь, что насчет? Получается, мы проклепали все, использовали 20×40 рейку, опять же, для того, чтобы разгрузить конструкцию, чтобы она была немножко легче. Тоже, на самом деле, ошибка, но все приходит с опытом. Давай без Надо как-то, скосить, понял, что не мы там. Да что не мы? Что не мы? Ну накосячили. Пол был мокрый, влага осела. Утром пришли, подумали, что это конденсат. Все, решили. Сняли, поняли, что мы с крыши накосячили тоже, да? И решили это исключить. Короче, весь контейнер сплошной косяк. Да. Единственное, что мы нормально сделали, это каркас. Ну, мебель охуенная будет. Но это не факт. Что мы дальше сделали? После того, когда мы закрыли первую, скажем так, эту часть, мы все эти клепки стали заклеивать гидроизоляционной лентой. Это была тоже большая ошибка. Трубу воды набрали. А? Трубу воды набрали. Не надо. Внутри в них вода. Понимаешь? Ну как клепки были еще не закрыты. Я, получается, в этой Через части клепки она набрала, через всю. Ну то есть надо сейчас по 5-6 отверстий сделать, дать просушить. Ну, вытекло, да. Еще в углах, наверное, по-любому. Итак, сказать, что у нас была куча гемора с гидроизоляцией, ничего не сказать. Мы, во-первых, закрыли опять фасад, чтобы у нас ничего не накапало из гидроизоляции. Потом мы приклеиваем, скажем так, первый слой сетки. И благодаря этой ячейке 5×5 она меньше будет растекаться, гидроизоляция, и мы дадим такой ковер гидроизоляционный полностью. Еще раз, это я уверен, что поможет, но почему-то мы к этому пришли спустя очень много итераций. В общем, делайте с первого раза нормально. И в конце концов мы сделали следующее. По крыше мы ее полностью накрыли титановской мембраной гидроизоляционной в ведре. Это довольно-таки очень клевый материал, то есть он такой прям, скажем так, резина жидкая, очень классный материал, но все равно даже с помощью этого материала с первого раза у нас не получилось убрать все косяки наши, потому что мы сделали бассейны, то есть нам крышу пришлось очень хорошо гидроизолировать, грубо говоря, мы сделали бассейн на крышу. Затем, после того, когда мы накрыли крышу, мы стали, и ветровые планки все у нас были готовы, ответные планки эти, скажем так, все были готовы по периметру, мы стали крепить наш фасад. Все шло по нашему плану, как мы и думали. Единственная проблема в том, что мы выбрали самый красивый фасад, на наш взгляд. Не просто красивый, а все такие фасады, они являются вентилируемыми фасадами. А мы хотим добиться сэндвича. Для того, чтобы сделать именно из вентилируемого фасада сэндвич-панель, очень много итераций мы затратили. Но на самом деле другого варианта и не было. Чтобы достичь подобного внешнего вида, это было крайне трудно, очень сложная задача. Соответственно, все углы, помимо того, что мы запенили их внутри, нам еще пришлось вставить внутрь отрезанный полистирол по шине точно так же, и все это пройти полиуретановым герметиком кровельным специальным. Получили вот довольно-таки такое отчасти технологичное, можно сказать, примыкание. Ну, посмотрим, как оно себя поведет немножко дальше. Все это будем пенить пеной, закрывать мембранами и фанерой. То есть мы хотим добиться такого сэндвича, скажем так. Но чтобы это все работало, нам нужно гидроизолировать вентилируемый фасад. А это большая проблема. Да, смотрится красиво, но крайне сложно в исполнении. ПСУ — это оконное примыкание. Для того, чтобы пена не попала у нас ниже уровня профиля, потому что там может стоять в планке вода, и пена она за собой тащит. То есть мы делаем такой некий гидробарьер, который, чтобы сделать гидроизоляцию, мы клеим ПСУ, он расширяет ее, мы сверху делаем гидроизоляцию и дальше пеним. И тогда мы получаем 60 мм, вот здесь вот мы его клеим, получается, сюда, и получаем 60 мм воздуха, для того, чтобы там не скапливалась, ну скажем так, влага никакая. И оно так и работает, как мы планировали. У нас сейчас идет дождь, и видите, мы насверлили дырок, и он именно так и работает. То есть мы до сюда поставили ПСУ там внутри, здесь у нас воздушная прослойка, потому как и пена, и каменная вата, да и любой другой такой утеплитель, он гидроскопичен, он будет в себя тянуть влагу, воздух, идеально нам подходит для того места. И чтобы сделать контур гидроизоляции, мы клеим ПСУ,
И сверху делаем гидроизоляцию, и тем самым получаем очень корректное примыкание. Дальше мы уже добили утеплителя. И получается, что во время дождя у нас не может, потому что гидроскопично, если была и пена, или утеплитель любой, он гидроскопичен, у нас поднялась бы влага туда. Ну вот мы таким колхозным способом сделали. Ну и вот эти наши примыкания выглядят очень даже неплохо. И вот течет внутрь. И стекает внизу благодаря нашим отверстиям. Нельзя было другого ничего сделать. Ну, можно, много вариантов материала, но это единственный материал, который легкий, который нам подходит по большому счету. Хоть это вентилируемый фасад, по факту, но мы его сделали как невентилируемый. То есть у нас, соответственно, получилось много примыканий, которые нам нужно было герметизировать. Затем мы вырезали в нем отверстия в фасаде для подъема контейнера. Начали монтировать углы для нашего сайдинга. Вот наши углы. И крышу постелили. И нам теперь нужно вырезать, для того, чтобы монтировать сам сайдинг, нам нужно сделать отверстие, чтобы добраться до наших проушин, за которыми будем цеплять и перевозить наш дом. Вот. Сейчас мы будем резать их. Не пилить, наверное, а резать. Пилить болгаркой нельзя. Металл такой, потому что он поджигается края, он начинает коррозия обрастает, начинает гнить. Как вообще зацеплять сюда? И будем что-то, наверное, придумывать, что дополнительно вставлять туда, и чтобы вывозилось ухо, и вся с собой это возить, из нее зацеплять. Из-за габаритов мы не можем чтобы ничего выносить, чтобы зацеплять с этой стороны. А если мы будем зацеплять с той стороны, у нас просто будет выгибаться эта часть и крыши, и уголка. Поэтому мы будем что-то придумывать, наваривать и вываривать еще пока на стадии разработки у нас. Это ребро усиления. Если здесь проварить, допустим, вертикальные швы, убрать вот эти горизонтальные, а оставить вертикальные, то при нагрузке что получается? У нас вот эта сварка, она просто разорвется сверху вниз. На разрыв. На разрыв, да, пойдет. А этой куда рваться? У этой площади, ого. То есть если здесь и здесь заварить, это будет хуже, Это чем будет заварить хуже, да. здесь. Да, мы вот этот металл ослабим. Тоже места, которые нужно было гидроизолировать, то есть гидроизоляцией мы очень сильно накосячили, и вообще со всем пирогом крыши, именно крыши, мы поторопились, мы это делали первый раз и много допустили ошибок на моменте проектирования, потому что пока ты не начнешь делать, ты не можешь углубиться. Да, у нас довольно-таки глубокий проект, но тем не менее и этого очень мало. То есть любой проект всегда дорабатывается, неважно, это ремонт квартиры, дома, постройка подобного мини-дома. Он по ходу всегда перерабатывается. Мы совершили еще одну ошибку, мы поторопились, решили пропустить провода в слое крыши. Хотя изначально мы специально оставили место, чтобы все наша коммуникация, касается электромонтажа, она прошла сбоку под кухней, скажем так, вот, под нашей мебелью. Но почему-то мы решили несколько розеток прокинуть, и у нас работа пошла вечером, это ночь была, и мы... Сейчас будет краткий обзор чернового этапа. Сразу хочу сказать, не пугайтесь, но в данном помещении, несмотря на то, что это всего лишь 16 квадратов по полу, мы уместили полноценный кабинет с двумя рабочими местами. Мы уместили полноценную спальню с большим матрасом. Мы уместили сюда полноценную кухню с духовым шкафом, холодильником и кучей другой периферии. Мы сюда уместили насос для сливных стоков. Мы сюда уместили полноценный бойлер 80 литров и полноценную мы сюда уместили стиральную машину, сушильную машину, мы сюда уместили теплый пол и очень современное освещение. Также мы сюда уместили регуляцию воздуха и кондиционер. И выглядит это все вот так. Скоро у нас начнется инженерия. И там будет вообще трэш у многих людей, волосы станут дыбом. Подписываемся на канал, ставим колокольчики, лайки и все вот эти вот штуки. И не забываем, что у нас есть Инстаграм, а в Инстаграме контент выходит гораздо чаще. И там очень много в историях мы выкладываем, у нас там всякие разные смешные угары, у нас действительно интересные полезные штуки, и у нас целая... В Инстаграме, можно сказать, целое сообщество людей, которые там пишут комментарии, делятся постами и так далее. Так что у кого еще нет Инстаграма и человек думает, что Инстаграм это для девчонок, вы очень сильно ошибаетесь, там очень много полезного строительного контента. То, что мы решили сменить сайдинг на профнастил и
задвинуть наши кресты внутрь конструкции, привело нас к следующему конструктиву, который, кстати, очень технологичный получился. Мы получили 16 мм дополнительного утепления самого фасада, плюс мы убрали мосты холода с 60 на 40 наших крестов, то есть мы задвинули их внутрь. И мы получили 16 мм, потом 20 мм труба 20 на 20, потом 60, 40 мм еще следующая. Итого, когда у нас все вот здесь вот запенится, у нас не будет ни мостов холода, ничего, у нас будет такой сэндвич-панель даже так. Мы сейчас утепляем нижний контур нашего дома, и мы приняли решение использовать пеноплекс для утепления в 2 слоя с перехлестом. Между слоями, и для того, чтобы зафиксировать первый слой, мы используем титан, специальный клей для теплоизоляции. Немножко о самом принципе, как работает этот клей. Мы его даже при самом сильном ветре, сейчас ветер, спокойно можем наносить на пеноплекс и приклеивать. А приклеиваем мы в 2 этапа. Первый этап у нас 20 мм мы наклеиваем между лагами, а второй в расхлест. Вот так вот мы наклеиваем еще 50 мм сверху, чтобы избежать всех мостов холода. Раздель пишет, что сам клей исключает мосты холода, но мы все-таки делаем расхлест между 2 слоями. Серж, а там замок будет, да? Ну, она не удержит, хотя бы не обязательно фиксировать надо. Да спать спокойно будет. В качестве утеплителя мы выбрали пенополистирол, это на пол и на потолок, то есть, потому что у нас там определенный шаг был, запенивать там что-то, напенивать утеплитель какой-то, мы не видели смысла, неудобно это снизу, смысла нету, короче, мы взяли просто пенополистирол и начали его резать. Чтобы нам резать его, мы использовали погружную пилу. Да, мы использовали погружную пилу, почему нет? Это удобно, это быстро, это круто, это все четенько подходит, идеально все. Чем еще резать? Есть специальные, конечно, пилы, но у нас нет таких пил, которые режут пенополистирол. Вот. Мы просто использовали погружную пилу. То есть мы утепляли 70 мм снизу, получается 50 и 20 еще. И крепили дополнительно на шайбы, на саморезы через шайбы специальный пенополистирол. И еще крепили на клей, специальный клей для пенополистирола. То есть сейчас второй слой крепим на гребки, это фиксация и фиксация плюс клей. Гребки плюс клей крепим. Идеально резко. Здесь запенься. Сейчас Саня пенит, я креплю, Серый пилит. Еще мне 24 не жена. I said my team, hey, the way you thump on the bumper, yo, it be not something, no, yeah, the way you bump like a thumper, bump like a thumper, bump like a thumper. В тех контейнерах, которые нас, в принципе, не устроили во всех, там использовалась минвата, минеральная вата. Так как в них была очень плохая гидроизоляция, она очень намокала, набирала в себя влагу и, в принципе, это нас не устраивало. Здесь есть вероятность того же, что будет набирать влагу, и чтобы не было этого, чтобы не теплопотерь терять. То есть минвата, когда набирает влагу, она перестает нести свои функции. А в пеноплексе нет, пеноплекс не набирает влагу. Мы утеплили пол, мы использовали туда тот же самый полистирол. По причине какой? Что он не является гидроскопичным материалом, а все-таки он будет стоять на полу. Мы использовали 50 мм и 20. То есть мы вначале сделали 20, потом с перехлестом сделали 50. Все это закрепили на пену клей, плюс специальные шайбы для полистирола. Мы так подобрали длину самореза, чтобы он вошел на 25-30% в нашу фанеру.
сейчас для потолка делаем, он у нас так пойдет и вот здесь вот повернет именно по вот этой, по ней и пройдет. А здесь пустота останется. Здесь останется пустота, ее мы зашьем по-другому. Утеплим, да. А вот чтобы профиль, если вот мы смотрим разрез сверху, да, вот эта фанера подходит. И она подходит четко вот к этим вот закладным, то есть четко в заподлицо подходит. Понимаешь? И все. И то есть потом уже, когда там станет стенка, перегородка, что-то еще, здесь мы уже независимую историю нашьем, и дальше уже от нее выпустим там более, то есть стенка здесь точнее станет, а это мы уже нашьем сюда. Значит, пустой каркас получится. Знаешь, сейчас получается там маленький пустой, то есть вот знаешь, что такое, на вот это расстояние, 286, здесь 286. Можешь его просто зайти, эти закладные, то, что у нас будут, Да. просто их тупо оставить, войти, профиль все накинем там, допустим. И сверху потом нашивать? Там же ничего. А зачем нам профиль здесь? Зачем нам? Что нам там Типа нужно? просто сплошняком зашили. Да там просто задуется, может, возможно мы там еще больше сделаем, может там что-то там нам нужно. Она закроется потом в итоге? Она все закроется в итоге вообще планкой. Она в итоге планкой одной закроется, и оно будет еще ниже, чем основной весь потолок. Оставляем. Он закончится все. Приступили к монтажу нашего потолка. Мы используем профиль 60×27 и направляющую 27×28. Везде используем бихтунсбанд на подвесах, на направляющих, везде примыкание к металлу, везде его используем. Сейчас крепим подвесы в середину. Будем ставить направляющий профиль по периметру и накидывать профиль. Подвесы у нас стоят примерно 1100 мм, одноуровневый каркас. Профиля решили забить пеной. Она у нас как предотвратит образование конденсата, возможно, но это не точно. И даст дополнительную шумоизоляцию. Во время закрывания дверей, передвижений, чтобы у нас шум не передавался на потолок. Нет, вот смотри, сейчас мы ставим, допустим, планку вот сюда вот. У нас там, вот там даже уже где-то 35, а здесь все 40, наверное. Сколько здесь? Ну, есть, да. Ну, сколько? Нет, там тоже 40. Нихера. Вот сколько сейчас здесь померить? По месяцу. 50. 50. Ну, здесь 40 с чем. Отправлять сразу, чтобы, короче, не было такого. Нам вчера доставили окна, мега круто упакованы, но что мне больше всего понравилось, это ручки. Ручки для переноски супер удобные, то есть монтажники могут его легко взять, потому что самая большая проблема это таскать их. Кто придумал вот эти маленькие ручки, за которые можно поднимать окна, это прям просто огонь. У нас окна сразу на 2 наших мини-дома, и у нас вторая планировка, она немножко отличается от той, которую мы делаем в этот раз. Поскольку мы делаем этот проект для себя, мы заказали окна в черный цвет, то есть с покраской, и выбрали производителя, это оконный Воронежский завод. Эти ребята мне поставляли окна на несколько объектов, это супер крутые упакованные ребята. И мы сейчас выбираем именно ту планировку, а какие мы заказали именно механизмы открывания, покажем чуть позже. Вот это берем первое. Мы долго спорили о том, как мы будем устанавливать сами окна. И в конце концов мы пришли к такому выводу. Ванек, расскажи, короче, мы будем ставить на уголки. Сейчас мы увидим. Уголки, да, будем прижимать окна к четвертям на клей специальный, герметик. Мы выварили специально четверти, сейчас покажем. И получается, мы пройдем там все кровельным герметиком. Приставим к четвертям с герметиком, то есть псул, такого всего у нас не будет. Мы сразу посадим на герметик, я не знаю, привет хейтеры, правильно это или нет.
until you came around. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me, passion before you say goodbye. Сейчас многие напишут в комментариях: Рувим, ты нахрена обклеиваешь откосы скотчем? Сейчас я немножко хочу вообще рассказать про наш узел примыкания откоса. Что мы сделали? Мы выварили из 20 на 20 профиля четверть, потом эту четверть обрамили уголками, причем эти уголки не из системы, мы их, так сказать, приколхозили. И самое сложное было это к 20 на 20 профилю приклеить сами эти откосы, потому что они топорчились. Мы сделали целые такие распорки, наклеили на клей. Мы вклеим окно в нашу четверть, то есть, ну, как примыкание к четверти мы пройдем каучуковым герметиком кровельным. Все остальное, ну, в общем, смотрите дальше в видео. Sweetly hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Just a static electricity. Your touch moving to the sound. Your lips are all I need. Как вы уже заметили, мы заказали окна с нестандартным открыванием створки. Створка у нас открывается от центра в край, дабы сэкономить место, которого и так не очень много. При проветривании помещения мы не будем ходить и биться об эту створку, проходить в нее боком, вокруг нее до около. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Единственное, что, но это, наверное, больше плюс, чем минус, я думал, что профиль будет 50 мм, он оказался 70, они вставили туда 3 стекла, окна энергоэффективные, с МФУ пленкой, с аргоном внутри, с армировкой 2 мм, с фурнитурой итальянской. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion. Ну а с вами был Рувим, встретимся по ту сторону экрана. Всем пока. Не все, сейчас теперь